Всем привет! Я рада, что вы зашли на канал Tessa Art. Сегодня у нас распаковка посылочки от Конда, так что заваривайте чаечек и приятного просмотра. Сразу скажу, что ссылки на материалы и магазин будут в описании. И мы смотрим, что внутри. Как минимум у меня есть годовой запас пупырки, которую можно лопать. Если тоже любишь лопать пупырку, ставь лайк. Начнем, пожалуй, с пенала. Я уже вижу, что в нем кисти. И вы только посмотрите на их разнообразие. По-моему, тут есть все, которые мне нужны, не считая, конечно, щетины. Ручка деревянная, ворс из нейлона. Я просто покажу несколько кистей поближе. Чехол очень похож на кожаный, если честно, я не проверяла, но будем верить производителю. Всего в наборе 20 кистей. Далее у меня акварель, 36 цветов. Тут есть отделение под кисть, а крышку можно использовать как палитру. Цвета достаточно яркие, но надо пробовать в деле, чтобы понять. Поэтому сейчас я сделаю выкраску, а затем нарисую пейзаж новыми материалами. Честно говоря, уже на этапе выкраски я поняла, что что-то идет не так. И акварель какая-то не совсем акварельная, что ли. Хотя палитра мне вполне понравилась. В процессе работы обнаружилось, что акварель скорее похожа на гуашь, и надо было приноровиться рисовать ей. По воде она не расплывалась, между собой смешивалась плохо, но все-таки материал заинтересовал меня, наверное, как раз из-за того, что он был не такой, как я ожидала. Сохнет краска очень быстро, и я не преувеличиваю, зато не приходилось ждать просушки слоев. В работе я постаралась использовать как можно больше кистей, и вот к ним у меня нет никаких претензий, было очень комфортно работать ими. Краски после высыхания становятся матовыми, естественно теряют яркость, но зато выглядят нежными и воздушными. Не знаю как другим, но мне они понравились. Больше работ скоро можно будет увидеть в моем инстаграме. Кстати, если вы еще не подписаны на него, то обязательно заходите, ссылки также в описании. Кстати, в комментариях было бы интересно почитать, как вы относитесь к акварели, и может у вас есть любимая, обязательно напишите.
У меня получился такой пейзаж. Если вам стало интересно и вы тоже хотите попробовать материалы, то ссылки в описании. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и не пропустите новые видео. Пока-пока!